Друзья, всем привет! Вы на канале Варанча. Мы улетели с Медельина, и я сейчас стою в футболке, в шортах. Здесь очень жарко, потому что мы оказались в крутейшем городе у побережья. Город называется Картахена, и мы в Колумбии. В этом выпуске мы прогуляемся по городу. Город на самом деле небольшой. Здесь очень много красивых исторических достопримечательностей, очень много разных памятников. Вот, прогуляемся, посмотрим побережье, пофотографируемся. Поехали! Feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Ну что, мы оказались в старой части города, приехали прогуляться, посмотреть, что здесь есть. Я сразу выдам пару интересных фактов. Картахена всегда была и будет портовым городом, который живет за счет торговли. Вот, и вся старая часть города обнесена крепостными стенами. Здесь очень много разных портов, потому что Картахена постоянно подвергалась нападениям пиратов. Испанцы отсюда вывозили огромное количество золота, рабов. Ну и, в общем, все хотели что-то с этого заполучить. У меня сейчас за спиной очень крутой чувак, это Христофор Колумб. Памятник Христофору здесь был поставлен в 1900 году и стоит до сих пор. Сейчас пройдемся, посмотрим, что можно найти в этом городе. Все, что я читал, в основном здесь находится очень много разных площадей. Ну, будем, значит, выбирать, какая из них выглядит лучше. Я хотел также сказать то, что в Доминикане, когда мы жили в Доминикане, мы несколько раз приезжали в Санто-Доминго, и я всегда собирался снять там красивый выпуск, потому что там также крутая историческая часть города, есть очень много разных достопримечательностей. Но почему-то всегда так складывалось, что у меня либо не хватало времени, либо почему-то не получалось, я снимал отдельные кадры. Ну, так вот, собственно, к чему я клоню? Клоню к тому, что, наверное, судьба преподносит мне такой подарок, что мы прилетели сюда, в Колумбию, в Картахену. И я, честно, хочу признаться, что этот город, ну, честно, вот реально очень-очень похож на Санто-Доминго. Практически также разукрашены улицы, очень много разных соборов. И мне нравится то, что как и в Санто-Доминго, и здесь есть вот такие крутые штучки. Ты гуляешь просто по улице, и вот такие скульптурки, ну, реально заставляют тебя улыбаться. Ну, вот ребята играют в шахматы. Здесь они играют в домино. Мужик везет канистру с чем-то. Этот готовит. Самогон гонит, наверное. Вот такая красота. На одной из площадей мы нашли очень интересный памятник, который посвящен проповеднику. Его зовут Сан-Педро Клавер. Этот мужчина в те времена помогал всем чернокожим рабам. Сейчас он очень почитаем в этом месте. Он обращал их в христианскую веру. Гуляли между домиков и решили подняться. Увидели крепостную стену, про которую я уже говорил, что весь город окружен крепостной стеной. Можно просто обойти весь исторический центр вокруг. Здесь есть пушки. Но самое крутое то, что здесь открывается шикарный вид. Вот тот район, который там расположен, где высотки, это современный район. Он находится прямо на самой окраине, на такой большой длинной косе. Мы тут обязательно сходим, поснимаем на дроне. Район называется Бока-Гранде. Where are you from? Ukraine. Ukraine. Hey, Messi, 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 Ucrania. Messi, 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 Ucrania. Messi, Messi. Is too very good. I like la quisilve la gorra Tom Cruise. Hey, se que te quiero meterle, 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 meterle,
В общем, вот эти чуваки, которые к нам только что подъехали, уже несколько раз к нам подходили, и я сначала вообще не мог понять, что они хотят. Они очень плохо разговаривают на английском языке, но не эти, те, которые к нам подходили раньше. И я что-то так грубил им, думаю, что вам надо, типа, отстаньте, я здесь гуляю по улицам. В общем, вот что они хотят. Они с колонками читают рэп, спрашивают, откуда ты, и, в общем, и выдают классные рифмы, классные приколы. Вот так люди здесь обрабатывают. Сейчас мы вышли на одну из самых известных площадей здесь, в Картахене. Эта площадь называется Санто-Доминго. Здесь также находится собор с таким же названием Санто-Доминго. Интересно то, что этот собор построили в 1539 году. Эта площадь одна из самых популярных среди туристов, которые сюда приезжают. И есть очень одна интересная легенда, связанная с этим собором. Я не знаю, насколько это правда, неправда вообще. И... В общем, рассказываю то, что сам дьявол явился сюда, и он настолько недоволен был внешним видом этой церкви, что он прилетел, приземлился, прибыл, чтобы исказить ее внешний вид. Но, как вы сами понимаете, вроде, в принципе, ничего не произошло, и церковь выглядит, ну, довольно-таки неплохо, красиво. Также рядом с собором находится скульптура. Я думаю, то, что те, кто смотрели наши выпуски с Медельина, догадываются, что это такое. В Колумбии есть очень известный скульптор, его зовут Фернандо Ботера, и он любит делать вот такие скульптуры объемные, скажем так, объемных людей, объемных женщин, мужчин, животных. Вот. И многие туристы как раз фотографируются на фоне нее. Становись, Кать, сейчас сделаем тебе классную фотку. Здесь еще очень много таких красивых девушек в красивых платьях. Я сначала хотела... Вот так они подходят. Хотела с ними... Хотела с ними сфотографироваться, но потом передумала. Hola. Он ругается, что нельзя снимать. Но мы успели. Ну что, мы приехали в самый современный район Картахены. Мы очень сильно хотели сюда попасть, потому что здесь крутые высотки. Этот район называется Бока-Гранде, он находится на полуострове, здесь есть пляжи. Самое интересное то, что в этом районе одни из самых дорогих квартир, самые фешенебельные отели, современные клубы, дискотеки, апартаменты. Но как только мы вышли с такси, просто посмотрите, что у меня за спиной. Здесь везде мусор, у меня такое ощущение, как будто я нахожусь где-то в Доминикане. Я вышел просто на какой-то пляж, какой-то гетто. Здесь грязно, куча всяких прилипал, купи и так далее. Сейчас выйдем на пляж, посмотрим, что там. Вообще Картахена расположена на берегу Карибского моря. Это, скажем так, внутренний курорт. Сюда в основном приезжают колумбийцы отдыхать. Ну и не так много иностранных туристов. Я безумно рад, что целью нашего путешествия не является пляжный отдых, потому что, пляжи здесь вообще как бы не впечатляют. Но вы видите, у нас уже на фоне какие высотки. То есть, ради высоток сюда стоит, конечно, приехать. Сейчас мы запустим дрон, посмотрим на все это с высоты. Кадры будут шикарные, я вас в этом уверяю.
Интересно, пляж патрулируют на квадроциклах. Высотки, конечно, да, шикарные. Наверное, вид с этих высоток тоже очень крутой, но мы правильно сделали, что выбрали отель не здесь, а в центре города. Оттуда как раз видно все эти высотки, и нету этой грязи, нет этих прилипал. Сейчас глянем, какой цвет воды здесь. Мусор, водоросли. Да, вода, конечно, непрозрачная. Я боюсь дальше идти, потому что я в кроссовках. Но как-то так. Людей очень-очень много. И это только как бы не центральная часть, можно сказать, этого пляжа. И здесь очень много, и они все ограждены волнорезами. Сегодня у нас второй день в Картахене. Мы идем на завтрак. Я знаю, что у нас на 3-м этаже отеля находится крутая терраса с рестораном. И хочу показать, как она выглядит. Я подхожу к ресторану. Здесь все так красивенько. Выходим на террасу. И нас должны ждать здесь невероятные виды. Закрываем двери. Готовимся. И крепость. Крепость называется Сан-Филиппе-де-Баракас. Эту крепость построили в 1536 году. Интересно то, что эта крепость является объектом наследия ЮНЕСКО. И эта крепость входит в список 7 чудес Колумбии. Это одна из самых главных достопримечательностей здесь, в Картахене. Вчера, когда мы приехали, я сюда не поднимался, но я видел, сколько людей было на этой крепости. Ну, вчера было просто воскресенье. Сегодня у нас понедельник, народу пока нету, но еще рано. Я думаю, что она... есть люди уже, кто-то ходит, она уже открылась. Терраса, конечно, крутая. Виды открываются просто пушка. Сейчас посмотрим, как ресторан будет выглядеть внутри, что нам там вообще дадут на завтрак, чем здесь будут кормить, надо набраться сил. И здесь есть еще крутой бассейн. Нравится мне то, что здесь классная погода, жарковато, как раз будет возможность покупаться. Я думаю, что мы сегодня это сделаем. И я думаю, что должен открываться вид на самый современный район, который мы уже видели в видео, Бока-Гранде. Сейчас посмотрим. С той стороны находится исторический центр, который окружен стенами крепостными, мы вчера там были. А там дальше видно уже район Бока-Гранде. Сейчас немножко увеличим. Вот. Круто. Очень круто. Сейчас позавтракаем и будем подниматься на эту крепость. Посмотрим, что там. Потому что город, как я уже говорил, часто подвергался нападениям. Пираты нападали. В общем, много кто нападал. И крепость строили. Я также слышал такую информацию, что крепость строили с 1536 года где-то до 1700 какого-то. То есть уже более-менее нормально она выглядит в 1700 каком-то году. Вот так. Мы в ресторане сейчас будем завтракать. Посмотрим, что мы будем завтракать. Нам принесли сначала фруктики. Я выбрал себе фруктики. Катя выбрала себе кашу с йогуртом и клубничкой. Сок, кофе. Сейчас нам принесут омлет и яичницу. Так, подъехало второе блюдо. Точнее, основное блюдо. Здесь у меня омлетик с сосисочками, сыром и с грибами. Блинчики, какой-то интересный соус. А Катя себе заказала яичничку с красным перцем, сыром
и тосты. Ну, как-то так. Сейчас будем кушать, да? В общем, мы уже поднимаемся. Очень жарко. Я уже устал. Вообще, оказалось, крепость работает с 7 утра. Сюда в идеале приехать прям рано утром, когда нет такой жары. Сейчас 9:30. И пока мы сделали 2 фотографии, мне показалось, что уже прошло 2 часа. И я устал. Ну ладно, в общем, не будем об этом. Поднимаемся. Сейчас посмотрим, что там наверху. Я думаю, что будет пушка-ракета. Я хочу показать наш отель. Вот это здание, это наш отель, находится прямо напротив крепости. В описании к видео я обязательно напишу название отеля. Если вы будете в Картахене, приезжайте сюда, отель очень крутой, нам пока все нравится. Когда мы спустимся с крепости, я покажу вам вид, который открывается с нашего номера, да и вообще сам номер. Но очень красиво. Считается, что это самое большое фортификационное сооружение колониальных времен на американском континенте. К концу 19 века на территории этой крепости находилось уже около 350 солдат, 63 пушки и была огромная подземная. Очень много туннелей, в общем, здесь было, где можно было прятаться и передвигаться. Сейчас идем в одном из них. Входной билет в крепость стоит на данный момент 27 тысяч колумбийских песо, и это примерно $7. Это цена для иностранцев, для местных цена будет чуть-чуть меньше, 23 тысячи. Я обещал показать наш номер. Мы вернулись в отель после крепости. Сейчас посмотрим. Наш отель называется Сан-Лазаро Арт-отель. Он находится как раз рядом с крепостью, немножко дальше, чем исторический район. Здесь у нас такая большая ванная комната. Вот. Здесь кровать. Вот так выглядит наш номер. Номер очень большой, но самое интересное, ночь в этом отеле стоит $90. Самое интересное сейчас покажет Катя. Она открывает шторы, да, это вид. Можно даже не подниматься, можно просто подойти к окошку и любоваться крепостью. Здесь такие красивые стульчики, столик, в общем, такой сел и лежишь, или такой на кровать лег и смотришь на крепость. Вечером крепость подсвечивается. Мы, конечно, думали, что будет супер ярко, но не супер ярко. Но, тем не менее, очень красиво. Рекомендую этот отель. Если будете в Картахене, обязательно нужно заселяться сюда. Ну что, друзья, наш выпуск Картахена на этом заканчивается. Мы уже приехали в аэропорт, сейчас будем улетать. Что можно сказать про город? Город на самом деле интересный, но я не рекомендую приезжать сюда больше, чем на 1-2 дня. Это максимум, потому что все достопримечательности находятся очень близко друг к другу, и их не так много. Нам очень понравилась крепость, нам понравился отель, где мы отдыхали. Спасибо большое за просмотры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч!